Приветствую вас на моем канале. Я приобрел у американцев кабель под торговой маркой Amazon Basics. 2,7 метра, это 9 американских футов. Изготовлен он, конечно же, в Китае. Вот такая вот коробочка, такой вот кабель. Я сейчас покажу, что он из себя представляет. Так, вот такой вот разъем. У меня создается впечатление, он немножко хлипкенький, но сам коннектор, смотрите, он как будто бесшовный. Вот такой вот коннектор. Этот кабель USB 2.0. Конечно, мне бы хотелось бы протестировать оригинальный соневский кабель и длинный, почти 3-метровый амазоновский кабель. Сразу же обращу внимание по поводу сечения. И действительно, разница в толщине есть. То есть длинный кабель, он действительно толще. Следующим критерием тестирования будет зарядное устройство. Это Sony, которое шло в комплект с смартфоном. И для предыдущего смартфона я покупал Quick Charge 2, зарядное устройство китайское. И как будет проходить тест? Есть такое вот китайское устройство, которое показывает количество вольт, количество ампер. Скорее всего, возможно, даже предназначено для определения емкости батареи. Но может хоть какая-то полезная информация будет. Я вам в любом случае покажу. На смартфоне я специально установил программу, приложение, которое называется Charge Test. Возможно, здесь оно покажет какую-то более тоже информацию, которая будет для вас полезна. Стандартное зарядное устройство Sony. И так, раз. Дальше вставляем вот эту флешечку, вот эту вот. Официальный соневский кабель вставляем в этот разъем. И, соответственно, подключаю к телефону. Вот. И, собственно, запускаем эту программу. Чудо-программу. И смотрим, что оно говорит. Достаточный ток 1 ампер. В это же время можно посмотреть на само вот это вот устройство, которое тоже показывает, что напряжение 5 вольт, а ток идет 1, ну почти 1,5 ампера. Собственно, устройство показывает, что это 1,4 ампера, а сам телефон показывает, ну тоже 1,4, погрешность совсем небольшая. Подключаю вот такой вот толстый здоровый жмут амазоновского кабеля. Так. Подключил. И смотрим, появилась ли какая-то разница. Что, как и было 5 вольт, 1,4 ампера. В целом, так оно и осталось. Значит, потеря, в принципе, или минимальная, или потери нету. Возможно, это снова же связано с большим сечением провода. Давайте теперь протестируем зарядное устройство Quick Charge 2. Так, раз, подключили. Подключаем устройство. Так. И берем, подключаем снова телефон, смартфон. Запускаем это чудо-приложение. Зарядное устройство перешло в повышенный вольтаж 9 вольт, но предлагает 1 ампер, ну 1,2 ампера, приблизительно 1,2 ампера.
Соответственно, телефон уже начинает принимать 2 ампера, хотя здесь напряжение 4 вольта. Тогда было немножко ниже напряжение. Это судя по кабелю Amazon. Подключаю к телефону. Смотрим, какая же разница. Телефон перешел на 9 вольт и продолжает зарядное устройство передавать 1,2 ампера. Провел этот простой эксперимент. Я пока сделал такой бытовой вывод, что длина кабеля никоим образом не повлияла на скорость и качество заряда моего смартфона. Это уже преимущество, и основная цель была достигнута. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы в комментариях.